болота, озера. Единственное, перед Корликами эти ручьи, лишь бы не остановили нас. Че, бандерлоги, готовы? Пушистая банда приветствует всех зрителей канала Охота с лайками. Сегодня 14 апреля, 13 апреля, и у нас с пушистой бандой самое авантюрное приключение. Собрались мы в гости к счастливым людям на славную реку Енисей. Поскольку едем мы с Обского бассейна, то нам предстоит проехать приблизительно около 300 километров. Ну, в принципе, это не такое большое расстояние. Проблема в том, что оттепель. И вот сегодня мы уже прошли порядка 70 километров. Сопровождает меня Федор Тимофеевич. Федор Тимофеевич, помаши ручкой. Сегодня мы доедем до Корликов. Федор Тимофеевич на этом этапе нас оставит. И к нам присоединится следующий проводник, это Аркадий. С Аркадием мы проедем там тоже больше 100 километров. На его избушке мы переночуем. К нам должен будет подъехать со стороны Енисея Владимир Васильевич встретить нас. Ну и уже он сопроводит уже непосредственно до базы Келок. Замечательная база, очень хорошая рыбалка там. Планируем добыть медведя, поохотиться на гусей, вот, порыбачить. Ну и посмотреть природу. Как известно, неизведанные места самые манящие. Что из этого получится, пока сами не знаем. Когда выберемся домой, ребят, вообще неизвестно. Но я полагаю, не столь страшно будет, как в прошлую весну. Проблема в том, что весной половодье и малые речки, они все набираются воды. Очень тяжело передвигаться. На снегоходе не поедешь. На лодке заломы мешают. Но такой тур вообще в моей жизни впервые. Может получиться так, что мы до ноября месяца можем остаться. Ну, если вертолет прилетит, нас выручит. Если, да, то тогда будет все нормально. А если не прилетит, то нам придется до ноября месяца выживать на Енисее. Места там красивые, места там стоящие, природа там обалденная, конечно. Охота посмотреть рыбку, которая у нас не водится. Вот. Охота посмотреть людей, которые ведут из поколения в поколение, занимаются охотой, рыбным промыслом, живут тайгой, лесом. Ну, то есть это настоящие мужики, которые действительно живут в лесу. Что из этого получится, нам неизвестно, но я думаю, вы все увидите сами. Постараемся вам все по максимуму показать, все прелести, всю красоту нашей сибирской природы. А у нас есть что посмотреть, и у нас есть что показать. Куся, Драпапуся, ты готова? Куся готова. Куся готова. А шаман вообще всегда готов. Шаман вообще всегда готов. Шаман вообще всегда готов. И Дарка готов. И Дарка готов. Все в сборе. Все едем полной бандой. Собачки засиделись. Рвутся в бой. Будем отправляться. Чуть-чуть слегка разогнался, и меня чуть вот сюда не унесло. Еще неделю тут нельзя будет проехать, а может даже меньше, если тепло будет. Первый этап пройден. Мы приблизились с пушистой бандой к водоразделу и добрались до деревни. Проехали в общей сложности мы сегодня за день 140 километров. Порвали один ремень, 2 раза слетала у нас гусянка. Дар, ну-ка иди в место. То сейчас деревенские налетят. Иди, место. Место. Сейчас подъехали, Куси нету. Сейчас Кусю дождемся.
Ближе к избушке подъезжай, будем собак завяжем. Сколько нам километров, Аркаш? Еще до еще только выехали. Да. Вот с Аркадием поедем сейчас. Сотку где-то, да? Сотку. Нас маленько подморозил. У нас всего осталось 2 дня. Наста. Потом будет большая оттепель. Потом мы уже добраться не сможем. Ехали, ребят. И среди болота встретили вот такую вещь. Аркаш, объясни, для чего этот знак? Указатель, чтобы в темноте далеко светилось. Вот, ребят. Дорога освечивала. Ну болото большое Да, получается. болото большое, когда в сумерках, чтобы далеко фара освечивать, она светится. Вот так вот смекалка охотничья. Я такого ни разу не видел. Посреди болота, водораздельного между Обью и Енисеем, стоит знак. Аркадий, сколько мы проехали? Вот сейчас вон до борда доедем, 50 километров будет. Самый надежный таежный способ проволока. Лучше нету ничего. Да пока доедем, нахуй, я уже научусь дайте. Уже знать буду, как эта техника работает. Ага. Все слабинки я уже знать буду. Хромой там олью вилятельно. Бывает, не забыл, то ходить в этом дехку. Нет, ты уж ликры потому что ее. А пойдет водика, наверное. Мол, мрым ту. Даже оттуда оторвать их. Провалится. Мне это ее баил только. Провалится. Провалится она. Лег, наверное, все-таки лучше. А вот это все дохуто было. Надо. Конечно. А пойдет. Что блин, куда это тебе не хватит? А, тебе да. Второй хндял, ты берут тропу его. Ну вот он. Я отмаунся, я вам верну, может, лег это. Будем сейчас пробовать делать нарты для мотособаки. То она нас везла, сейчас придется ее повезти. Очень красивое место, красивый бор в центре тайги. И тут ближайший населенный пункт, это вот как раз откуда мы выехали. А это 115, по-моему, километров, Аркадий говорил. Такие дела. Собаки уморились, а спят. Весеннее солнышко уже такое припекает. Вон избушка там на курьих ножках стоит.
Гусь-то ничего тут идет, нормально? А вот там, где запор, на той стороне два места. Такие трава там растет, все, она быстро, брат, оттаивает. Водя едет. Володя, здорово! Привет, Серега. Вова. Вова. А мы уже на изжоге, блин, думаем, приедешь, не приедешь. Понял. Понял, да? Узкие. Да. Узкий. По мелкому снегу было, нормально было бы. А так Ну да. Подавишься, конь. что, пойдет? Пойдет, ну. Туда загнем. Просто запчасти не могу стать. Главное, ты его купил, а все запчасти-то все бураны. Перекинул, надо дальше поехать. Ей, классно. Ну, да. Ладно, хватит снимать. Сегодня мы уже 4 дня в дороге. День у нас был первый заезд, потом день шел дождь, мы никуда не поехали. На второй день мы доехали до Аркадия. Аркадий передал эстафету Владимиру. Приехал Владимир Владимирович Смирнов. Вот. Единственная у нас проблема, это мы не знаем, как мы будем выбираться домой. Потому что с Енисея, там вариант только один, через поселок Бор долететь до Красноярска, а с Красноярска уже вылететь на Нижневартовск. Но проблема в том, что с моей пушистой бандой у меня не хватит денег. И нас могут не принять на борт. Документы мы и не взяли на собак. Жуженька, у тебя есть документы? Жужа сказала, ее документы это хвост и усы. Ну, в общем, это нереально. Обратно нам либо самолетом, либо вертолетом летит. Может, что-нибудь придумаем.
Такое тоже бывает. Приехали. Где наша не пропадала? Мы вас приветствуем. Здравствуйте, Сергей. Сергей, Я знаю, я же видел. да? Вот, это мы с вами будем. Ты хорошо. Но у меня там тоже кабель. Тоже кабель? Взрослый? 4-й год. Во второй половине дня мы добрались до буровой, которая стояла одинокой мачтой среди тайги и болот. Эту буровую вышку установили буровики в конце 90-х годов. Вывозить ее обратно, видимо, посчитали нецелесообразным, и поэтому буровая так и осталась маячить в тайге. Вместе с буровой остались и некогда жилые вагончики, один из которых и приютил нас на ночлег. Решили, ребят, идти паровозиком. Так я еще не ездил. Ну, я думаю, это будет круто. Паровоз. Мотособака, два бурана, мотособака. Еще одна нарта от Ростина. Хантейская нарта. И в конце пластиковая нарта. Вот это паровоз. Самара-Ужгород. Деваться некуда, будем пробовать. Нам еще в порядка 60, по-моему, километров проехать надо. Ладно, поперли. Сейчас главное тронуться. О! Поехали! Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка, другого нет у нас пути. Вот так у нас легковка. Вперед! А эту Да, подожди. он отпилит. Можно вот так делать. Да. Вот где, Сань? Прям ну, Мы уже в Красноярском крае, да? Да. Мы уже в Красноярском крае. Время без 10:08. У вас, да? А у вас уже сколько? 10.
Если у вас 8, у нас 10. На 2 часа разница. 10 часов, да? Ну, уже ночи длинные, светлые, как бы нормально. Да, оно немного стемнеет. Сейчас к ночи маленько подморозило. Проблема была с пеной. Пена загнулась у мотособаки, и пришлось нам там маленько доработать. Ну ничего, доработали, сделали. Сейчас Володя привезет эти нарты, которые цепились, и попрем дальше. Такие дела. Доехали мы вчера, ребят, до базы Тальдокс, на речке Тальдокс, которая установлена. Сильно устали, приехали поздно ночью. Сейчас маленько отдохнули. Сегодня планируем выдвинуться до базы Келок, тут 20 километров. Снег пока тает, сильная потайка идет. Мотособаку мы чуть-чуть не довезли, где-то километров 10. Вот. Прогноз погоды обещает вроде послезавтра похолодание. В такую погоду пока невозможно ее тащить. Сейчас выдвигаемся и поедем на основную базу Келок. Когда мы это... Она бы его, учу его, она бы... Прибыли, ребят, на базу Келок. Классное место здесь вообще. Красиво. Ну, весна все тает, конечно. Вот такая беседочка тут оборудована. Вот. Вот сама речка Келок. Вот такие вот домики. Вот там Шома какает. Шома засранец. Вечно с лопатой! Нормально, сегодня на базу приехали, здесь на базе. Ты чё, как, когда выезжаешь? Я завтра с утра планирую, ну как, если погода. Завтра же тепло будет. Ты проедешь на Линске? Ну сейчас посмотрю прогнозы, если тепло будет, то не пойду, подожду еще. А Сергей, где на какой базе? Да вот тут рядом со мной. А, понятно. Тут свежо даже дышится, баня высокая.
Приехали, ребят, с Владимиром Васильевичем на базу Тундровая. Вернулись. Сегодня подморозило утром хорошо. Сейчас заправляем снегоходы и едем за мотособакой. Получается все? Все, я сделал. Ага. Ну все, тогда одеваемся, да поперли. Да, поедем в новое приключение. Что, банда, соскучились? Ну, нас наняло. Зая, айда ко мне, айда ко мне. Айда, молодец. Ой, ты моя умничка. Айда место. Зая, сюда место. Вот, молодец. Все, место. Все, молодцы. Все, место. Никаких бубу. Место. Все, молодцы. Ребят, нашли след медведя. Не знаю, сейчас вот попробуем прогнать. Может, найдем. Так-то хорошо видно. Но опять же, там, чтобы там не перемело, да? А он, по-моему, уже как свежий, не? Я, кстати, туда подходил. Там место такое красивое. Вот это. Да, крюк этот. Да, и, короче, там переход. Я так и не понял. То ли это медведь прошел. Там ручей открытый. А. Может, он даже и туда перешел. Вот может быть. Я в тот-то там подъехал к речке, думаю, может, там к реке пошел, там не было. К яру, к первому крюку. А этот побольше крюк. Я как не еду на избу, век в него врезаюсь, там приходится его обходить. Василич, ну что, попробуем? Ну, проедем, что, проблем нету. Сейчас вот так вот крутанемся, и если он потянет вот так вот вверх по льду, мы его бросим, перескочим ручей, потому что там нас зажмет этот ручей. Ага. Перейдем, талек перескочим по той стороне, если туда он пойдет. Там вообще классно. Ну, нам главное доехать до свежего следа. Мы пустим собак более-менее, чтобы сегодня ночной след был. Все, там собаки сами что делают. Поехали. Вопрос. Поехали, ага. Все, братва, едим. Бандосики. Сейчас, банда, поработаем. Видишь, они на тальдок что плохо идут. Он гниловатый, лед тонкий, опаренный, они как-то не очень. Вот. И сахотня-то сильно в саму речку не лезет. Но он будет спускаться. Он вверх не должен пойти.
Медведь, ребят, по нашей буранке улепетывает от собак. Собаки преследуют медведя. Вот лапа. Хороший медведь. Такие дела. Во, вижу.
Есть контакт. По-моему, хорошо попал. Все, подожди, не торопись. Да я просто запутался. Да я представляю, без лыж-то. Молодцы. Молодцы. Хороший медведь. С утра собрались, как обычно, ребят, в дальние дали. Черт знает куда. Только отъехали, нашли след медведя. Ну, правда, благодаря мастерству Васильевича мы его все-таки вытропили, потому что ночью подморозило. Благодаря мастерству собак. Ну да, собаки сработали. Все сразу д'Артаньянами стали. Да, особенно молодцы, такие отважные. Все сразу такие Ну, отважные. ты-то вообще зверь. Да, мы все видели. Как ты выл, мы слышим. Иди, Куча молодец. красавцы. Сам один хозяин положения. Вон он. Иди. Вот зверюга. И рыжий там осмелел напрочь. Д'Артаньяном стал, да? Ну, держите меня по руку. Ой, я уж куртку скинул, а в городе вообще, броня. Дар в своем репертуаре, ребят. Ныкает добычу. Давай, Дарка, старательно закапывать. Чтоб никто не нашел. А то найдут, заберут добычу, да. Скажи, я так старался. Никому не дам, скажи, добычу. Да, прячь, молодец. Вот так вот заныкай его, все. Молодец, все. Давай быстро прячь добычу. Да. Дар всегда так делает. Кабан. Не доехали, ребят, до базы километр. Бензин кончился. Вон Васильевич едет, бензин мне везет.
Миша, наверное, ставит. Ну, вот, видишь? Ну да, что-то от когтей похоже. Ну, Ого, лапа-то. Это, да, это медведь. Ничего себе лапа. ну, а и на втором этаже там, А, так она еще и двухэтажная. конечно, там же лестница, и второй этаж. О, тут хороший медведь. Приходил к тебе в гости. Но, Ну, это стол попробую, ему, видимо, не понравился ну, стол. по-моему, окно вот это выдавил. Ну ли. На уху с жарехой. Нам много не надо. Да ё-моё. Да, я первый раз вижу, чтобы хорезан на сало ловили. Нормально, на кукурузу деревню молотят. Да? Да. Очень вкусно. О. О. Есть. Покрупнее. Ну, на уху там поймай. Всем привет! Come on. Блин, какая клюв. Это переходная у тебя, да, Василий? Класс. А ты им там меда не оставлял? Ничего не оставлял, ничего убирал. Не задолбали. Весной уже где-то к маю строили ее. Уже слякоть, все, мы только уехали по ходу, и они тут же мне ее вынесли. Я приезжаю, вот такая же канитель. Перекрыл. Ну, честно сказать, потом они так лазили тут. На крышу больше так где-то деранут, там. Ну, как бы не было такого. Вот, там маленечко, там. Ага, в этом году. Капитально, да? Капитан, ну что, все там. Ну да. Ну, так же, наверное. Шома.
Ну давайте. Че, Василий, все готово? Давай, Гаша. Все, Гоша, Да вот где-то. отлично. Ну все, ребят, наше приключение продолжается. Покидаем гостеприимную базу Келога и едем в деревню Келог, которая находится на самой реке Келог. Там мы переночуем и завтра выдвинемся на озеро Дында, где нам предстоит охота на гусей и рыбалка. Мы поперли. Все, босики, готовы? Вот такие, ребята, медведи, экземпляры попадаются на Келоге. Я вам скажу, даже по моему опыту, это прям самое то. И я таких не часто встречал. Обалдеть. Жалко, у нас нету времени, нам надо двигаться домой. Завтра и бензина у нас в обрез. А так бы мы, конечно, бы его погоняли. Но ничего не поделаешь. Вон, Василий говорит, наши крупные медведи впереди. Эх, зараза. Вот будем ехать, будет изба вот с этой стороны. Ага. Ну, заезжать ехать. Ага, Мне кажется, вот туда пошли. да. Ребята, хотите таких добыть? Приезжайте на Келог. Приехали вчера поздно вечером в деревню Келог, переночевали. Сейчас выдвигаемся на озеро Дында. Никита, ты готов? Готов. Леха, ты что добрее делаешь? Ну все, в общем, выдвигаемся и едем. Сколько прошли, Никита? 20 чем-то. 20 с чем-то. А еще? Еще тоже 20 где-то осталось.
Тяжело, хлопотно, но двигаемся. Но. Мотособакой по лесу, по буранке очень тяжело в тайге управлять. Поэтому сделали вот такую конструкцию. Вот. Жесткую цепку. Короче, у нас караван, будь здоров, буран, нарты. Вот, Алексей управляет бураном. За ним зацеплены нарты. Дальше подцеплена мотособака. За мотособаку зацеплено еще одно корыто. И вот так вот мы двигаемся. О, нормально. Тянул ее уже. Напоролись на стадо диких оленей. Они прям возле нас пробежали неподалеку. Ну, сторона подветренная. Собачки вон балдеют. Балдеют, спят, их не увидели. Самое главное, они их не учуяли. Если бы учуяли, мы бы их больше не увидели. Но олень не стоит под собакой, поэтому это бесполезное занятие. Ну, красивые. Очень мне понравилось это дело. Что, цепляться будем? А, сейчас уже лес пойдет. Олень-то вот они втроем ездили, они что, добрый что-нибудь, нет? Нет? Рыбу маленько поймали. Соболя, да, ходил. Соболь или росомах? Это росомах, походу. Росомах-то, ну. Да, тут хорошее стадо, наверное, стояло, да? Ну. Вот он какой, северный олень. Ну что, поедем? Так, мы тут маленькая авария у нас. Из-за оленек передряг. Ее надо как-то, я не знаю, может наверх ее закинуть. Могим? Попробуем как-нибудь.
Сейчас. О, она может сейчас рыбком пойдет. Так, ребят, глухари начинают атаковать. Делают вот такие чертежи на снегу. Это первые признаки глухаринного тока. Довольно-таки редкие эти вещи. Большая удача найти глухаринный ток. Вот это, ребята, озеро Дында. Здоровое, 16 километров длиною и, по-моему, около 2-1,5 шириной. Шикарная. С нее начинается река Таз, с этого озера. Находится оно глубоко в тайге, и добраться сюда... Все, вперед. Иди, снимай рыбу. Рыбу снимаете. Никита, а когда ловили самую большую щуку, на сколько поймали? О, такая где-то была щука где-то. Выехали, ребят, посмотреть гусей и проверить рыбу. Пошла, не пошла рыба. Вот. Сегодня приехал Василич, и мы собрались. Василич на каюре, а мы с Никитой поехали на мотособачке по озеру. Прям смотреть рыбу. Сейчас все увидим. Никита, давай, наваливай! Рыба будет? Да должна быть, дай бог. Вон там. Что можно прогнать? Дальше не идет, да? Все, встало и все. Владимир Васильевич, это же самое начало вершины реки Таз. Дындовский. А, Дындовский Таз, да? Вот выход. И пошел. И пошло. Гуся нынче, наверное, дружно пройдет. То есть, грубо, наверное, может, не пяток. И его. Все, И он ушел, да? да. Ну, время уже поджимает. И он это. Так сейчас только на севере тепло пойдет, он сразу. А прошлый год, как бы морозы, что-то это. И мы сюда приехали, как бы вот это все оттаившее уже было, но было холодно. И тут утки, гуся было каша. Ну и долго тут. А? Полно, Ну, Короче, мы в нужном месте в нужное время сейчас. да, ну мы вот, то есть, подъехали, еще вот, ну, видишь, как бы тишина, да, там парочка, там это, вот. А буквально вот 3-4, сейчас вот завтра, как по прогнозу, если прогнозы не поменяются, там плюс 10, 3 дня тут будет, не узнаешь, все кишит, все свистит, летит, плавает, моментально меняется. И все, и здесь уже, говорю, открыто, вот мы по берегу, тут по лужам там лазишь. Никита, что, где скрадок будем ставить-то?
Он там, Ну, а тут удобно. ближе с поляне вот этой. Да. Ага. Поставили скородок на гусей. С Никитой вдвоем вот слепили. Никита, ты готов? Ты оборот. Готов. Сейчас будем пробовать. Пока ставили скородок, гусей много пролетало. Сейчас пока тишина. Собаки зверя какого-то зацепили, убежали. 2 собаки Никитины возле скородка сидят. Ну вот если они нам не помешают, то будет нормально. Если, конечно, помешают, то будет плохо. Ну, пока надеемся на лучшее. Прям ровно прям летят. Стоит вообще здоровый. Нормально? На посадку пошли. Двое вообще в упоре. Вот, тихо, тихо. Так, я право, ты лево. Раз, два. Я одного сбил. Это мой был гусь правый. Садись, 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 садись. Ну что, ребят, одностволка работает. Одного мы сбили. Опа. Красавчик. Фига, он упал далеко. Хороший гусь. Но. Айда, 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 айда. Дар, айда ко мне. Дар, иди ко мне. Ко мне, Дар. Дар, ко мне, Куся, ко мне. Ай, молодцы мои. Жайма! 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 Жайма, ко мне! Дар, иди сюда. Давай. Куся, место. Место. Дар, место. Жайма, иди сюда. Моя жунечка, молочунечка. Все, я видел, как ты отработала, умничка. Ай, молодец, Жаймочка, молодец.
Молодец. Не то, что эти лодыри. Иди сюда, залазь. Иди, залазь, Шайма. Отдай место. Место. Шайма. Все, молодцы. Пошел ты. Молодцы, мои собачули. Молодцы. Молодцы. Все, Жуженька, молодец. Молодец. Все. Молодцы. Поработали лосика. Все, молодцы. И Дар молодец, поработал лосика. И Дар молодец. И Куся молодец. Все, молодцы. Все, все молодцы, но лосики нам не нужны. Нам нужен медведь. Все, погнали домой. Никита, что вы делаете? Мы снег таскаем, чтобы холодно было. Рыбу, чтобы быстрее промораживалась. А, вы прям застилаете, да? Ага. Готов? Рыба неплохо двигается. Ага. Ну ладно. Такого сильного тут нету течения, даже уже в большую воду. Возьми, Дар. Возьми, Дар. Дар, возьми. Возьми. Вчера мы здесь вдвоем с Никитой сидели, а сегодня я один заехал прям на буране. Снег глубокий, пришлось буран прям с городок загнать. Вот тут у меня собаки сидят, Шаман, тут Зайка. Вот там вот сзади Дар гусей охраняет. Дар, ты гусей охраняешь? И моя кабашечка. Кабашечка. Ну, вот как-то так. Там. Там. Блин, лыжи забыл. Надо было лыжи, ребят, взять. О, хорошенький.
По траву замаскировали. Более щучнее. Никита, а как будет по-кетски щука? О, это я не знаю. Не знаешь? А хлеб? Нянь. Нянь? Так же, как и по-хантейски, да? Это донь. Донь? Донь, ножик. А ружье? Богдан. Богдем? Богдем. То есть окуня палочку вставляешь не через рот, а с хвоста в голову. И когда ставишь его печься, у тебя окунь стоит головой вверх. Вот. А ты перед тем, как запекать, то есть ты вот с хвоста раз надрезал и так по звонку там пропустил его, не по кишкам, чтобы не разбить желчь, там ничего, он же не чищен, ну, прям целиком с кишками. А, нифига себе. Да. Чищеного Не. Вот ты вот взял его с воды, достал. И все, и вот прямо у хвостика возле оперения раз дырочку. И прямо туда рожень запихиваешь. И в основание головы упираешь, чтобы он не проскальзывал, потом не разваливался. Вот. Ну все, у него уже рот открытый. Ты туда берешь соли. Палочку тоненькую. И эту соль туда раз. Напихал. Да. Немножечко туда протолкнул. Ну и там обсыпал его и так насыпал. Он как в коконе в своей И он стоит, печется, а у него сок не вытекает. Это он, когда если вниз, сок вытекает. А тут наоборот, он печется, и у тебя соль растворяется, идет туда внутрь. Вот. И все, да, а потом только ты его, когда это снял, там достал хлоп, желудок этот выбрасываешь, там же в нем соль, а чуть-чуть она отдает в этот и все. Хорошие щетки, да, кунти? Так. Подняли. Или не. Нет, родная залезла. Крутила что-то она тут. Башку. Второй тоже.
хватит за сумму. Ну, дать выше. Сейчас махом он забьется. Доброе утро. Как дела, дядя Гашен? Ничего, все нормально. Кубку поставил варителя на Сидоркина, посидел вечером. Пробовали одного тоба. Понял. Но так-то гуси сегодня летают, но в таком... Ну, понятно. Нормально все у тебя? Да, все хорошо, потихонечку заниматься, будем дальше прибираться, подметать этот мусор, все. На речку уже Посоленее получилось. Ну, так я тебе говорю, когда ты варишь, ты же воды добавляешь. Чувствую себя как долго. Продолжать начал. Смотри, чтобы лайки на мое видео много поставить.
Собираемся сегодня на проверку. Озеро уже растаяло, поэтому сегодня будем делать дорогу через лес. Никита, ты готов? Готово. Ты каску одел? Готово, и вот он. Ну все, прям. Еду. Готово. Ну и у нас готово. Как у нас успехи? Отлично. Отлично. Ловится помаленьку. Чего рычим? Балбес. А это прилетел, упал. Я в тайге пирожки чего только не делал, даже со щей из борщей. Да? А что какая разница там начинку забахать? Вот это сооружение называется охотничий лабаз. Оно установлено на специальных столбах, чтобы туда не проникли звери, мыши. Если вы обратите внимание, то этот лабаз немножко перекошен. А знаете, из-за чего он перекошен? Смотрите.
Раньше он стоял вот на этом дереве. И его сгрыз медведь. Вот, перегрыз медведь. Пытался залезть, но у него не получилось. Лабаз удержался на 2 столбах. А вот это уже позже прибили, чтобы он не рухнул. Ну и вот эту доску подставили, чтобы он не рухнул. Вот. А так это все сделал медведь. Представляете? Но внутрь он не попал. Внутрь у него залезть не получилось. Такие дела. Надо слазивать, придется сюда, конечно, на пол. О! Документ надо было туда. Вот там лями все жить. Какие-то бревнышки убери, чтобы мотособака проехала. А, вот это? Или вон, да, вот эту сушину хлопнем. Да, вот это подрежь. Нам придется по этой дороге вывозить рыбу. Чтобы вывести рыбу, мы пойдем за газушкой, пригоним сюда газушку, загрузим рыбу. Потом на газушке поедем до речки. С Келога, с деревни придет к нам лодка. И мы на этой лодке загрузим в нее рыбу и пойдем до Келога. В лодке установлена морозильная камера. Ну, короче, лодка оборудована специально для этих дел. Поэтому мост нам жизненно необходим. Без него мы не проедем. Такие дела.
Торжественная сдача моста завершилась. Цепляй сразу за фаркоп. Ну. Выезжаем на реку Кыся, там должна лодка подойти. Вот. Подойдет лодка, потом мы на доке поедем грузить рыбу, поедем обратно. И уже на лодке будем выходить на деревню Пилот. Такие дела. Едем сейчас до речки. Вы не представляете, сколько я горя хапнул с этой мотособакой. Это ужас. Вот опять слетела гусеница. Она слетает при каждом удобном случае. В основном почему-то справа. Я уже и катки переставлял, что только не делал. Все перепробовал. Хрень полная. Я-то видишь, он колесами пойдет, главное сюда, чтобы не ушло колесо в это место. Он провалится, потом как его. Старайся Да, сюда вот брать. Надо, да. Тихонько, чтобы лишь бы не провалился. Надо вот сюда вот старайся брать. Ну. Не придерживать будет там сзади. Вот такая, ребята, засада. Подтопили буран, подтопили мотособаку. Сейчас вот вытащили более-менее. Ручьи, течение, весна. Вот такая связка. Да, лебедка выручает здорово. Без лебедки я бы сюда не доехал. Буран все ничего, но зараза, плавать он не умеет. Но тащит он, будь здоров. Вот канат. От каната идет лебедка. Мы уже смотали. Но опять слетела гусеница. Сколько, Леха, уже мы на этом промежутке? Раз 5 ее? Больше часа, час, наверное, где-то. Не, гусеница сколько? Раза 4-5, наверное, уже слетал. Больше, наверное. Если не больше. Ну, слетает какая-то. В общем, ребят, гусеница здесь это засада. Полная засада. Обесценивает эту технику капитально. Да, если бы не слетал. Ну, деваться некуда. Будем двигаться дальше. Нам как-то надо выезжать. Это хорошо, она еще быстро ставится. Такие дела. Уморились уже капец.
доехали до Кыксы, река Кыкса. Отсюда нам предстоит спуститься на лодке до реки Келок, а с Келога уже ехать на деревню Келок. Вот, грузить рыбу, прочие дела. Устали вчера очень сильно, но доехали. Место такое живописное на краю бару. Избушечка вот тут ребят, местных промысловиков. Зайка вот тут у меня. Балалайка. Зайка-балалайка. Куська-бабуська. Ну, в общем, движуха пока такая. Вот здесь это мотособака. Вчера доехал, опять гусеница, зараза, слетела. Достала уже эта гусеница. Вот видите. Уже ночью, уже все, уже на ровной дороге слетает. Вообще замучила. Сил нет. Дождь шел весь день. А сегодня 30 мая и весь день идет снег. Все мокрые насквозь. Сегодня до сих пор вещи сушатся, еще толком не просохли. Ждем Василича и будем уже выдвигаться. Ну, они заведут газушку и на газушке поедут до Дынды, загрузят там рыбу. И с рыбой должны приехать сюда. Ну, грубо говоря, там около 30 с лишним километров. Сколько времени уйдет, не знаю. При нормальном раскладе они сегодня ночью должны были туда уехать. Там загрузиться, переночевать, утром загрузиться и выдвинуться. Ну, не знаю, это при лучшем раскладе. В лесу очень много в тайге бывает всяких но. Пока вот такие дела. Вот так привязывать. Теперь прижмет. Спокойно. Видос, а? Можно еще ниже. Вовремя Леха подошел. Так, На меня. и на Леху, да. О, будто здесь и была. Ну, весной уехал так. А у тебя, Василич, там морозилочки, все оборудовано, да, станция. Да, внутри. Вот так вот А рыбачить спереди надо. дизель стоит, ну, стоял, сейчас просто мы убрали. То есть дизель, это вот взять сзади бак на 700 литров соляры. Все. Там Лехи, это. Я видно, нет? Пошли, а? Ну что, пошли там и чаю, по кружке-то погнали. Ну, куда? Ну, вперед ты это унеси пока. Тихо, тихо. Не поймать, блядь. Держи. Провода не перетянет. Не знаю. Ну, покороче, железать его. Попробуем. Прыгай. Что, отвязывать? Леха, мотор, подведи, мне кажется. Сплавляемся по Кыксе до реки Келок. Оттуда уже поедем до деревни.
Кыкса довольно узкая, но с очень быстрым течением река. Она, извиваясь, текла через тайгу, то замедляя, то ускоряя свой ход. Наша лодка была загружена под завязку. В ней находились вся пойманная рыба, наши вещи и даже наша техника – буран и мотособака. Управлять таким загруженным плавсредством по узкой и быстрой реке – задача не из легких. Малейшая ошибка в управлении могла повлечь очень тяжелые последствия. Но Василич спокойно и уверенно управлял судном. Эту лодку он построил сам, поэтому хорошо знал, на что она способна. Ну а нам с Никитой и Алексеем предоставилась возможность немного отдохнуть. Однако, как только я прикимарил, случилось непредвиденное. Мои собачки учуяли свежий запах зверя и прямо на ходу выпрыгнули из лодки. Василичу пришлось остановить судно и пришвартоваться к берегу, после чего мы с Алексеем выдвинулись на лай собак. Да, с Зайкой поставили медведя. Подходим вот с Алексеем. Сейчас посмотрим, вроде недалеко. 500 метров осталось. Выпрыгнули прямо на ходу из лодки. Проблем, конечно, они нам сделали лишних. Но куда деваться? Жайму с молодежью успел отозвать. Они на другую сторону поплыли. А Дар, Зайка, причем первая зацепила. На удивление. Ну и Дар подтянулся. Ну идем. Сейчас дойдем, посмотрим. Муравейник разорванный. Собаки лают, медведя подходим. С Алексеем. Работают Дар и Зайка. Как у нас унюхал, зараза. А, да, вот он его след. Подшумели, ребят, неправильно зашли, ветер нанесло, короче. И он двинулся. Вот он тут копал. Медведь, наверное, копал, орешки искал. Рыба, гудочка. Он копал-то сегодня, видать, вон следы. Ямка. Здорово, ну это вот наш медведь. Короче, не дошли мы. Ушел он там где-то 5 с лишним километров. Пошел к Келогу. Обратно не судьба, там Василич с рыбой ругаться будет. Короче, возвращаемся до лодки, и там уже будем принимать решение. Ну, собаки работают, Дар. Ничего интересного с Зайкой. Ну, в основном, конечно, Дар молотит, но пока возвращаемся к лодке. Такие дела. Иду, ребят, по вору. Василич меня подбросил на лодке. Ну, на большом пароходе на этом, на барже. И поехал в деревню. Я остался забирать Дара. Дар в 5 километрах. Работает медведя. Навигатор, правда, уже потух. Но иду в надежде. Зайка вроде обратно вернулась к месту высадки. У нее ошейник мощный. Т-20. Офигенный ошейник. Рекомендую, парни. Если что, берите. Вот. А Дар на связь до сих пор не вышел. Переживаю. Ну, тропинка хорошая, борт такой классный. Идти одно удовольствие. Самое главное, погода хорошая, дождя нет. Это очень важно. О, копалуха где-то ловит. Но останавливаться не буду. Пока не стемнело, пытаюсь запеленговать хотя бы Дара. Такие дела. Прибежал вчера Дар. Пришлось маленько пострелять, повернуть. Все собаки на месте, кроме Зайки. Зайка осталась на реке, на основной, где мы скидывались, на Кыксе. По навигатору время от времени она пробивалась.
Отсюда где-то километров 6. Там ручьи, речки, идти нереально. Я без лодки остался. Поэтому сейчас жду Алексея. Приедет Алексей. Ну, меня заберет, и мы прокатимся. Тут, в принципе, на лодке-то недолго ехать. И подберем зайку. Благо, у ней хороший ошейник Т-20 с усиленной батареей. Сегодня 4-й день. Т-5Х работают. Ну и Т-20. Простые Т-5 не работают. Уже все, батарейки посели. Станции у меня нету. Мужики меня вчера оставили на избушке. Ну, тут местных ребят изба такая прикольная, нормальная. Ждем, когда приедет Алексей. Ну, все на месте. Вон Шома, Жайма. Вон Жунька у меня. Тоже вчера, сегодня ночью прибежала, спал. Моя девочка. Жаймочка прибежала. Вот и Шома тут приперся. Вот. Вон Даруха идет. Мандаруха. Дарушка идет. Вот. Ну и Куся там спит. Ну, в общем, пока вот такие дела у нас. Мы прямо находимся на берегу реки Келок. Шикарная речка, прикольная, классная. В общем, ждем Алексея. Там у нас в планах взять бензина и отправиться на Енисей. Владимир Васильевич будет рыбачить. Ну а мы поснимаем природу Енисея. Вот такие дела, ребят. Зайка прибежала на то место, откуда убегала. Вот сейчас Леха приехал, привез лодку тут недалеко от избы, километров 5. Едем забирать зайку. Такие дела. Подъехали к месту, зайка 300 метров. Хорошо, навигатор хороший. Ты сегодня 4 дня. О, бежит, вон она. Че, коза, потерялась? Ага, отпугла бедно. Иди залазь. Ай, господи, куда ты, моя луковая? Иди. А, соскучилась? Будешь знать, как с лодки выпрыгивать без спроса. А? Ну, спасибо тебе. Пошла. Ну все, теперь у нас все в сборе. Все в сборе, все на месте. Едем обратно до избушки, там Алексей нас ждет. И уже дождь кончится, потом поедем до Келока. Такие дела. Все 5 собак на месте. Чаечка моя, вот, хорошо на тебе ошейник мощный. Ошейник был бы слабый. Тебе бы она.